Откройте бесплатный счет в Альфа-банке и получите кредитную карту для бизнеса с бесплатным обслуживанием. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Жвачка. Да, заходите. Так стучитесь. Заходите, конечно. Набережный Крюкова-канал, да, у вас, по-моему? Да, все верно. Здравствуйте. Вы так интеллигентно постучались, прям. Никто никогда так не делает. Прям какая-то новая история. Я всегда стучусь. Это, знаете, сразу... Просто обычно стучаться там, ну, куда-то в дверь, да, я не знаю, в дом там или в какой-то кабинет. Я вот думаю, может, мне нужно еще, знаете, такой откатной коврик. У меня просто был случай, я как-то тоже к таксисту садилась в машину, и он уснул. И поэтому я стучу всегда перед тем, как, чтобы сразу отреагировал человек. Но я аккуратно, чтобы стекло не разбило. Спасибо. Ну, в нашей профессии это бывает, потому что люди работают много, особенно если ночные смены, да, и вырубает. Мне уже хочется вас похвалить за то, что вы хотя бы не с перегаром. У меня был прикол такой, что я к таксисту садилась в машину, это реальная история, и он был пьяный. Ну, много выпили? Да я вообще не пью. Но он хорошо меня довез. Жестко. Да, и окна открыл, чтобы это не воняло. Так что он обо мне позаботился в некотором роде. А вот о себе он явно не позаботился. Я на самом деле таких людей не понимаю. Зачем рисковать? Очень много чем, да, правами, штрафом, там, блокировкой. Вот вы, например, взяли бы, написали на него в Яндекс, да, что водитель пьяный. И все, его бы как бы заблокировали навсегда. Он бы никогда не смог работать. Он не сознался, что он пьяный, но было очевидно по запаху, хотя вел он идеально хорошо. Я не знаю, может быть, это уже опыт у него какой-то. Но мне тогда может, просто такси оплачивали, и я как бы без проблем. Понятно. Но то, что я очканула маленько, да, есть. Маленько, ну это жестко, я могу сказать. Вот как бы я ни относился к братьям-таксистам, это прям, ну, вообще жесть. А вы давно уже ездите? Я имею в виду, даже 6 когда лет. Права получили, когда вы работали, стали таксистом, сколько всего? Права я в 2005-м получил, то есть уже будет 20 лет, да, через пару лет, вот. А такси я работаю 7-й год. Ну, довольно-таки много. Да, я уже, можно сказать, ветеран. Многие бы со мной не согласились, те, кто по 20 лет в такси, но, скажем так, в современных условиях, когда для многих такси это временная работа, и когда человек задерживается на этой работе больше, там, не знаю, 2-3 лет, это уже, мне кажется, можно считать ветераном. Тем более вы должны понимать, да, что пассажиры разные, и работа специфическая, не всем подходит. Короче, все нормально, у меня 7-й год работаю, все хорошо. Надеюсь, вожу тоже нормально, как тот пьяненький товарищ. Не хуже, чем пьяный. А у вас это как подработка или основная? Не, это основная работа. О, ну я так подумала, что раз вы хорошо водите и давно уже, то могу не беспокоиться с вами кататься. Нет, такая, ну, а что, обычно беспокойство, ну, кроме этого случая? Нет, просто что хотя бы уверена, что все нормально. Да, не переживайте, нам ехать совсем чуть-чуть, это же вам не в Владивосток. Ездите вот на дальние расстояния, выдерживаете дальние поездки? Летом ездил 2 раза в Москву, туда и обратно, одним днем. И очень горжусь тем, что я прям справился. Хотя я кофе не пью, пару редбулов у меня было и туда, потому что, конечно, есть определенный нюанс, 8 часов ехать. Вот, но я справился. Но энергетики это плохо. Да плохо, я согласен, кофе я не пью. Ну там надо было быстро вернуться именно одним днем, поэтому по делам ездил, вот, и, собственно говоря, это самое дальнее расстояние, которое я ездил, вот, без, скажем так, без остановки, без ночевки, вот я про это имею в виду, да, то есть там куда-то там где-то переночевать, обратно уехать. Есть любители, которые ездят в отпуск на юга на машине, по 2 суток, там, по 3 на тачке. Я вот, честно говоря, небольшой любитель, но какие-то в пределах, там, не знаю, 1000-1,5 километров, я думаю, что я вполне себе... А к чему вопрос-то? Ну, и из любопытства, из того, что как раз вы про Москву сказали, и я могу вам предложить некую халтурку. Халтурку? В плане, что я могу вам оплатить поездку, в плане, ну как, вы мне довезете до Москвы. Как вас зовут? Меня зовут Дарья. Дарья. Меня Евгений зовут, очень приятно. Дарья, я вам сразу могу сказать, дешевле будет на самолете или поезде.
Это не дешевое удовольствие, правда. Ну, я могу себе позволить, я предприниматель и довольно экономно живу. Но А поездка почему? для меня важна, мне нужно именно к врачу и с ребенком, и поэтому там все очень серьезно на операцию, и мы вот хотим с комфортом доехать, чтобы нам было очень удобно. А самолет, поезд не рассматриваете, да? Нет, не рассматриваю. Нет. Довольно маленький, там все это нет. Блин, ну вот правда, Дарья, это будет стоить прям реально денег. Ну вот правда. Вот сколько вы закладывали? Вы мне скажите, я скажу. Но я могу вам 100 тысяч заплатить. А вы уверены? Да. Я располагаю такими финансами. 100 тысяч, это интересно, Дарья. Ну, а когда вы хотите ехать? На этой неделе. На этой неделе. Откройте бесплатный счет в Альфа-банке и получите кредитную карту для бизнеса с бесплатным обслуживанием. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Мне бы хотелось поточнее просто. В пятницу. Ага. Пятница — это уже послезавтра у нас, да? Окей. Ну, давайте. Давайте, хорошо. Как говорится, что тут 100 тысяч на дороге не валяются. Можете мой номер, Да, да, давайте. Вот записать как раз просто. я хочу записать ваш номер, чтобы... Давайте. Подпишите Дарья. Ну, я сначала номер мне нужен. 8 920. Да, хорошо, это самое. Созвонимся тогда завтра, да? Да. Лучше, конечно, сегодня еще подтвердить, чтобы Ну, было лучше 100%. списаться, потому что я много работаю, лучше на WhatsApp. Ну, хорошо. Telegram. Ну, смотрите, блин, точно 100 тысяч все-таки. Ну, 100 тысяч, смотря за эту сумму вы готовы туда и обратно или Да. только туда? Нет, туда и обратно. Отлично, все идеально. Договорились. Вы же там не сильно долго будете? Ну, мы Надеюсь, что нет, одним что всё, днем же, врачи правильно, быстро справятся, мы да. туда и обратно. Ну, все, Да, нам хорошо. нужно обследовать. Хорошо. Договорились. Как прекрасно. Еще и я тут недавно болела, сейчас осень, на лекарства нужно столько денег. Это да. Подорожало все. Да, и скидки не особо помогают, потому Вообще что не надо лекарств больше. Сколько бы не копила эти баллы и прочее в разных аптеках. Да. Я часто осенью, зимой болею, иммунитет слабый. Я хотя тоже. Странно, так как я витамины все принимаю. А я после ковида. Я переболел ковидом 2 года назад. Я Просто жестко. в прошлом году болела ковидом. Очень жестко переболел. И в итоге после этого у меня иммунка посыпалась. И я стал чаще болеть простудными заболеваниями. Вот, приторможу здесь, ладно, где самокат Да. стоит. Так, по безналу я рассчиталась с вами за поездку. Ой, вы знаете, я сейчас хотела за лекарствами в аптеку сбегать, а деньги забыла на работе. Сейчас только что проверила, сейчас я еще получше поищу. Может быть, у вас будет занять денег на лекарства? Меня занять? Да. А сколько вам надо? Ну, сейчас все подорожало, не знаю, 10-15 тысяч на... Дарья, я все понимаю, но у меня, к сожалению, нет с собой таких денег. Я дома с прошлой смены все оставил, я даже на размен себе забыл взять, поэтому, Я к бы вам сожалению... потом за Москву побольше бы заплатила, как раз за лекарства бы отдала. Ну, то есть, типа 110 или 115. 115. Ну, ясно. Дарья, ну правда, нет там. Я даже смотреть не буду, точно знаю, что нету. Я, к сожалению, не смогу вам помочь. Может быть, вы дома у себя посмотрите, если мы это уже Я здесь знаю, живете, что нет? дома лекарства закончились, и денег у меня там нет. Я держу их в офисе, на работе, в сейфе. Так как в сейфе надежнее. Понятно. Я очень торопилась, по всей видимости. Ну, я, к сожалению, вам тоже... Как-то очень неловко, что я так рассеяна, вроде Нет, как серьезный человек. Да, да, Да. да. Ну, что, вызовите заново такси и на работу съездите, там что. Ладно, Нам все равно с вами извините. списываться, и все равно вам нужны будут деньги, чтобы со мной Ребенок рассчитаться. больной дома останется без лекарств. Ладно, завтра куплю. Хорошо, Да, до свидания. хорошо, счастливо. До свидания. Началась цыганская дочь, волшебный вас... Что это было?
Ну, что это, парни, за цыганщина-то, я понять не могу. Конечно, у меня есть и 10, и 15 тысяч, но это что, блядь, за бред вообще? Давай поедем за сотку в Москву, но нет денег на лекарств. Так не люблю вот эти темы. С одной стороны, это, ну, блин, ну, прям... Ну, вот тяжело же, да, пройти в переходе там мимо там одноногих, одноруких, вот эта вся история, это реально как серпом по яйцам. Вот, но... Ну, на это и расчет, видимо. Не-не-не. Со мной такие темы не прокатывают. Это точно. Где-то, блин... Ну, есть люди, которые умеют просить деньги, как говорится. Я не из таких. Ну, то есть я просил деньги, но, видимо, не сильно умею это делать, поэтому мне не часто дают. Вот, но... Не надо на меня так смотреть. Не надо. Типа, Женек, что ты за хладнокровное животное? Почему не помог девушке? Ребенок больной. От тебя бы не убудет. Сидишь весь лощеный. Трали-вали, сапоги, сандали. Че, 10 зажал? Да хер знает, друзья мои. Ну вот, вы же понимаете, я дал эту 10 и в очередной раз смог бы убедиться в том, что... Сами знаете в чем. Поэтому мне проще было, если бы я, ну вот, в душе бы принял решение отдать ей эти деньги. Просто, блядь, смириться с тем, что я просто дарю ей эти бабки и все. Даже можно было, ну, блин, не знаю. Ну, не знаю, ну, что делать в таком случае? Вот напишите, вот что делать? Давать, не давать, вот что? Ну, как быть? Вестись на это, не вестись? Вроде так все хорошо, да, ну вот как бы, а потом хлоп, да, телефон не отвечает, или ой, мы в Москву завтра не едем, поедем послезавтра, давайте созвонимся на следующей неделе, и потом эта 10 через пару-тройку месяцев с нашей-то инфляцией превращается вот в такой, в общем, можно будет купить себе что-нибудь типа коробка спичек. Я даже не знаю, спички-то продаются сейчас в коробках или нет. Короче, ладно, что я тут опять расквакался? Не знаю. Вот чувствую себя не очень сейчас. Такой осадочек, типа, не помог. Вот я, типа, говна кусок. А с другой стороны, я думаю, я еще пару часиков покатаюсь с этой мыслью и подумаю, что как я все-таки правильно сделал. Потому что я что? Нет, почему что? Что я несу? Потому что я кто? Продуман. Ладно, пишите. Чего уж там, пишите.